как торговать коррекцию, потому что многие трейдеры находят коррекцию более, наверное, удобным или более спокойным методом торговли, потому что пробой, вот я в предыдущем видео показывал, я все основные деньги делаю именно на пробоях, но для некоторых трейдеров пробои могут показаться слишком быстрыми и слишком, скажем так, провоцирующими на эмоции. А коррекции позволяют трейдеру получить больше пространства в плане времени, подготовиться к сделке, да, и, возможно, снизить эмоциональный градус. Я не фанат коррекции, хотя раньше торговал, сейчас я перешел в такую более, скажем так, правильную фазу торговли внутридневной, когда основные деньги делаются именно на пробоях. То есть быстро, много, и есть для этого соответствующие, да, сигналы. Но коррекции не надо отметать, потому что не всегда рынок дает тебе точку входа на пробой. Да, или вообще бывает в состоянии, когда торговать пробой правильно. Иногда торговать надо коррекцией. Это обычный стандартный трендовый день. И это золото я не торговал вчера, вот вчерашний график, но решил по ходу, да, с обзора предыдущего. Если вы не смотрели предыдущий обзор, там мы разбирали $570 профита за 1,5 часа на небольшом совсем движении, но при максимально уверенном входе. Ссылка вот здесь в правом верхнем углу будет. А сегодня разбираем коррекции, то есть как торговать коррекции. И что нужно, чтобы торговать коррекции. В первую очередь, чтобы торговать коррекции, что нам нужно? Нам нужно, чтобы уже присутствовал тренд. Это важно. Нам нужно, чтобы присутствовал тренд. Что является для меня состоянием тренда? Или, как я понимаю, что тренд присутствует. Первое, это мой тренд-фильтр, гистограмма внизу. Я обожаю отслеживать вот эти закономерности. Когда мой тренд-фильтр долгое время, например, желтый, да, или красный, и потом меняет свой цвет на зеленый. Вот здесь мы видим желтый, меняет свой цвет на зеленый. И это может быть стартом тренда. Не всегда, но это может быть стартом тренда. То есть у меня есть четкое понимание, что это точка, где движение может начаться. Какой? Вверх. Почему? Потому что мой тренд-фильтр зеленый. Если он зеленый, значит что-то произошло уже на рынке. Также здесь мы видим вот эту большую бычью свечку как раз на зеленом тренд-фильтре. И вот она, первая коррекция. Рынок скорректировался. Затем рынок сделал новый максимум. Вот здесь цена взлетела и сделала новый максимум. Потом мы видим, рынок скорректировался. И я люблю, когда наблюдаю два новых минимума, которые выше, да, предыдущих. Для меня это подтверждение вероятного тренда. То есть здесь первое условие, затем я вижу более высокий минимум, потому что здесь все только начинается. Да, можно купить здесь, у нас есть определенные сигналы, да, чтобы входить на ранней стадии. И сейчас мы говорим про коррекции. Затем рынок скорректировался здесь, это первая коррекция, да, более глубокая, и шанс купить здесь. Это хорошее место, чтобы купить. Но я сторонник покупать, если речь про коррекции, у своих точек волатильности. Белые вот эти точки Fibonacci, да, они вам знакомы, и они используются в системе Cluster Trader в разных вариациях. И как трейлинг стоп, и как сигнальный инструмент для пробоев, и для разворота в определенной степени, ну и для коррекций. И вот здесь, что я люблю и что я обожаю вообще делать в трейдинге, это когда у меня в единицу времени много-много условий указывают в одну сторону. И давайте вот сюда посмотрим, насколько четкие могут быть входы. И здесь мы видим, рынок пришел к Fibonacci, то есть вот сюда, к белым точкам, это визуальная информация. И он пришел сюда после того, как цена сделала вот здесь новый максимум, и мы знаем, что слева у нас тоже развивается тренд, более высокий минимум, наш тренд-фильтр зеленый. Здесь мы пробили вот этот ключевой отрезок, ключевой уровень, сделали новый максимум, и это все коррекция. Рынок скорректировался. И что еще важно для хорошей коррекции, если я поставлю сюда горизонтальную линию, помимо точек волатильности мы имеем две точки касания структурные. Сопротивление, пробили, поддержка, и вот оно, третье касание. Вот это эталон, это торговля на коррекциях, и наш тренд-фильтр, посмотрите, зеленый. Все это время. Таким образом, на коррекциях вот это будет та самая выверенная точка, где мы видим откат к Fibonacci,
ценность, то есть фибдац это ценность. Когда цена улетела, то здесь нельзя, и вы не можете сыграть на коррекции, можно на пробой, но там отдельная техника нужна. Коррекция сюда, лучшая точка входа, уровень, тренд-фильтр, еще раз, уровень, тренд-фильтр, фибдац, перед этим новый максимум, уровень, тренд-фильтр, фибдац. Рынок скорректировался, и как я могу купить сразу, прямо здесь, с руки взять, безо всяких подтверждений, вот рынок здесь зашел в зону, все, бай сразу. Второе, я могу дождаться подтверждения, price action сигнал, я думаю, вам это знакомо, если нет, price action это свечные определенные комбинации. И наши трейдеры любят один сигнал, который здесь как раз есть, этот сигнал называется ловушка, я могу вам коротко тоже сейчас рассказать. То есть мы объединяем структуру, мы объединяем некоторые знания работы, движения цены относительно наших индикаторов. А что мы знаем? Мы знаем, что когда цена откатывает к фибдац после нового максимума, это хорошая сделка на коррекции. Мы знаем, что цена любит отскакивать от уровней поддержки по восходящему тренду и от сопротивления по нисходящему. Это базовая логика. И мы все это видим на нашем графике. Мы видим точки, мы видим тренд-фильтр, мы видим уровень да или нет, да. Я не могу сказать, что здесь нет точек, если они есть, тренд-фильтр зеленый. И уровень структуры, я это вижу, я это могу пощупать и показать каждому из вас. И каждый из вас согласится с тем, что эта информация есть на графике. И когда вы увидели 1, 2, 3, 10, 30, 40, 50 таких ситуаций, вы становитесь более уверенным при исполнении, когда нужно принимать решения. И дополнительным сигналом, это не обязательно, может быть как раз свечной паттерн, который называется ловушка. Ловушка выглядит следующим образом. Вот это свеча, которая является ловушкой. Как обычно она формируется? Вот у нас есть open, открытие этой свечи, вот она открылась, и в процессе своего формирования обычно она уходит ниже минимума предыдущей свечи, если это buy сигнал, да? Вот она открылась, идет торг, и ушли ниже минимума предыдущей свечи, да или нет, да, то есть хвост этой свечи, вот этой, ниже хвоста этой, да или нет, да, абсолютно. И затем ее закрытие вот этой свечи формируется на топе своем, то есть она закрывается практически на своем максимуме, не оставляя никаких практических хвостов сверху. Таким образом, получается, что хвост длиннющий направлен вниз, и цена закрытия на макушке, и она выше максимума предыдущей свечи. Здесь мы видим и выше этого, и выше этой свечи, да, двух свечей даже попытались уйти выше вот максимум этой свечи, но это не важно. То здесь мы видим, мы пробили максимум вот этой свечи, но перед этим, чтобы мы пробили, мы ушли ниже минимума этой свечи. Это называется ловушка, когда сначала цена показывает, что хочет идти вниз, разводит, да, народ, и затем она возвращается к росту. И вот в контексте, ведь это не просто вот бар, да, одна свеча, я ее буду торговать, это не будет работать, если вы не проделали определенную последовательность, потому что то, что мы здесь видим ловушку, это уже финальная часть нашего анализа, когда уже все, подошло время принимать решений. Нам нужны очень точные решения, но очень точные решения обеспечиваются определенным торговым процессом, да, где мы определяем ключевые уровни, где уже были реакции, где мы используем наши знания индикаторов, то есть как ведет цена вокруг наших индикаторов. И это один из базовых сигналов моей системы кластер трейдер, но уже на коррекциях. Почему называется кластер трейдер? Где мы объединяем несколько различных условий, и они в итоге приводят нас к решению эти условия объективно. То есть каждое условие, которое мы можем взять, мы можем его пощупать, измерить, посмотреть на истории и, конечно же, постоянно видеть в реальном времени. И вот здесь мы видим ловушка, и вот он buy. И что мне нравится в таких сделках на коррекции, если вы правильно определили, то это короткие стопы. Здесь не надо ставить большие стопы, потому что если рынок не видит вдруг всю эту конструкцию, тогда значит что-то не то, и вам нужно просто выходить из сделки, поэтому стопы обычно здесь короткие, и получается хорошее соотношение профита к стопу. Обычно цели в таких ситуациях мы берем на ретесте ближайшего,
да, уровни, вот здесь видим ближайшая структура. Ну и дальше, если у нас, например, мы здесь вошли двумя позициями, то мы остаток можем двигать и развивать, да, наш профит. Но обычно вот в таких коррекциях рынок редко проходит прям, ну, сумасшедше много, да, все-таки много цена проходит на пробоях, когда рынок ликвидный, но это очень стабильный способ торговли в плане высокого процента прибыльности. Еще называют это глубокий бай, да, когда цена глубоко откатывает, довольно популярная техника, но здесь я фокусируюсь на точности, то есть меня интересуют лучшие сделки, которые только есть на коррекциях, лучшие сделки на пробоях, лучшие сделки на разворотах. Как они выглядят, то есть как выглядит такая ситуация. Ну, развороты, наверное, можно отбросить, все-таки это контр, да, против тренда, а вот лучшие сделки на коррекциях и лучшие сделки на пробоях, это, пожалуй, то, что нам интереснее всего. И здесь мы видим, рынок растет, потом наблюдается небольшая, да, консолидация. Вот эта фаза рынка, вот это уже сложная достаточно. Рынок сузился, и вот эта зона, она серая, поэтому старайтесь ее избегать, либо как только вы определили, что рынок уже потерял силу, потерял скорость, лучше остаться в стороне. Торгуйте в ликвидное время. И вот это тоже важный момент. Ведь вот эти коррекции, вот эти пробои, когда мне их отслеживать? Мы не можем их отслеживать повсеместно и в любое время на рынке. Это не будет работать внутри дня. Мы их отслеживаем всегда в американскую сессию, начиная с 16 часов, в европейскую с 10 плюс-минус. И когда мы приходим, мы уже знаем, что в это время могут быть движения. В это время другие трейдеры смотрят на график.